Ребята, я нахожусь сейчас в Сиэтле, в штате Вашингтон, наверное, на одной из самых крупных выставок домов на колесах в США. Здесь представлено множество RV, от самых крошечных кемперов до огромных дворцов на колесах. И сегодня я здесь, чтобы выбрать идеальный для меня, для моей семьи. И пока мы с вами будем искать, разберемся, какие бывают RV, сколько они стоят, выгоднее купить RV или арендовать его, и с какими проблемами могут столкнуться владельцы домов на колесах. Оставайтесь, пожалуйста, до конца. Выбор будет непростым. Вы на канале American Bulka, и мы начинаем поиск идеального RV. RV-культура в Америке – это целый образ жизни. Миллионы людей путешествуют, работают и даже живут в домах на колесах. Прежде чем выбирать RV, давайте разберемся, какие виды домов на колесах здесь представлены, какие они вообще бывают. Первый – это класс A, самые большие, роскошные, настоящие передвижные дома. Здесь и кухни, и спальни, и туалет, и даже камин. В общем, полноценный дом, в котором вы можете найти все, что вашей душе угодно. Но цена, ребята, у таких RV, я мягко сказала, кусаются. Начинаются они от 150 тысяч, может заканчиваться миллионов, какие-то индивидуальные модели могут стоить и больше. Да, за эти деньги можно купить квартиру, возможно, даже две, а в некоторых местах полноценный, такой очень приличный дом. И мы сейчас с вами смотрим за 700 тысяч долларов, но сегодня 500. Какая скидка? Смотрите, у нас тут есть камера. Руль огромный, как стол. Куча всяких кнопочек. Он стоит как дом. Здесь полноценная ванна. Она просторная. Здесь есть стиральная, сушильная машина, раковина. И, чем не дом? А какой душ! Вау, вау, вау. Все, я здесь остаюсь жить. Шкаф, сейф, кровать полноценная. Очень много места для хранения. То есть, если вы путешествуете с семьей, второй туалет. Соня, it's a very nice house. Он очень длинный, то есть это длиннющий автобус. Когда ты едешь, все это собирается, он кучкуется. Вот эта вот крыша тоже убирается. Боже мой, какой он огромный. Как же на нем может быть сложно ездить. Следующий тип RV – это класс B – минивэны для путешествий. Компактные, удобные, но довольно дорогие – от 80 до 200 тысяч долларов. Вообще это отличный вариант для тех, кто хочет больше мобильности. Все, я нашла ряд с минивэнами. Хочу посмотреть, насколько это вообще вариант или наоборот не вариант. Компактно, на нем удобно ездить, правильно? Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Я не видела вот этих вот вариантов с крышей наверху. Вообще, что это такое? Там, наверное, спальное место. Мы сейчас посмотрим. Ух, как интересно. А стоят они немало. 125 тысяч. Мы как-то разговаривали. Они говорят, стоит не так дорого, как раз за счет того, что очень много кастомной работы. Чтобы впихнуть сюда все эти детали, нужно очень постараться. В общем, здесь вы едете, ведете. Ну, ребят. А где я сплю? А как? В общем, потом вы учитесь летать и залазите вот сюда. И тут вы спите. Короче, вот она лестница. Нет. Вот такие деньги это не вариант. Что вы думаете? Тут тесно. Спать на крыше. Ребенок не поместится. А стоит 120 тысяч долларов. Этот вариант стоит 150 тысяч.
Ага, вот раз, два, три. То есть более-менее 3 человека может поместиться. Здесь небольшая раковинка, вот выдвижной столик, душ вот такой вот компактный рядом с туалетом. Ну, такие походные условия. Но здесь уже более-менее полноценное место спальное. Мне не надо вот спать вот там вот, непонятно где. Окей, это получше, конечно. Следующий это класс C. Что это среднее? Чаще всего их можно встретить в аренду. Они просторные, но не такие громоздкие, как класс A. Стоят от 70 до 150 тысяч долларов. Так, ребята, хотела показать еще вам один вариант. Это когда не прицеп, а именно полноценная машинка. Здесь достаточно комфортно. Сейчас я покажу. Здесь есть и обеденная зона, и зона отдыха с диванами, и печка, раковина, холодильник, мой любимый камин. Спальное место. Кстати, получается, что только одна широкая кровать, душ, туалет где? Вот раковина, раздельный санузел. Ребята, он-то стоит 230 тысяч. Да, телек на улице. И последний вид можно выделить, это трейлеры и кемперы. Это такие штуки, которые можно подцеплять к машине, и ты их как бы тащишь за собой. Единственное, чтобы тащить, вам нужна достаточно мощная машина. Мы сейчас смотрим с вами рецепт. Это вот какую машинку нужно иметь, чтобы все это дело тянулось. То есть вот так вот это выглядит. Так, мы сейчас с вами заходим. Нравится? Так, ты сюда заходишь. У тебя здесь такой диванчик, столик. Есть обеденная зона, где ты можешь покушать, поработать. Это какое-то а-ля спальное место, что ли. И здесь есть такая мини-кухня. То есть здесь полноценная печка, духовка, посудомойка, раковина, которая закрывается, превращается в поверхность. Если надо, то, пожалуйста, вы туда попользуйтесь раковиной. Тоже дополнительная поверхность. Что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть телевизор. Смотрите, какая кровать. Вау, вон шкафчик есть, можно вещи разложить. Ну, прикольно, прикольно. Холодильник. Кстати, на замочке. Обратите внимание, что на замочке, чтобы двери не открывались с дороги. А здесь что? Здесь у нас туалет, раковинка. И даже есть душ. Ну, неплохо. И вот так вот он выглядит снаружи. То есть у вас должен быть трап, на который будет эта штука цепляться. Мне тут нашли такой экспонат. Я вам обязана показать. Такого я еще не видела и вообще не знала, что такое существует. Заходим. Мы заходим сразу в кровать. И... Боже ж ты мой. Лестница. В небо, что ли? Куда ведет эта лестница? Какой здесь высокий потолок. Вот скажите, что вы где-то в доме на колесах, а не в полноценной квартире. Сейчас я передам камеру и вам все покажет, что там. Это, мне кажется, место для ребенка. Прям должно быть супер. Ну-ка. Вау! Но вот это идеальный вариант, если вы путешествуете с детьми. Мне кажется, дети будут безумно рады вот такому уединенному уголочку. Ребенок, ты была бы рада, если бы ты жила здесь во время путешествия? Да. Да? Вот опять, ребята, камин, я вам говорила. И даже камин. Ой, смотри, какая кухня. Я хотела бы сказать, что я хочу такую, но я только что сделала ремонт. Вау, так, давайте посмотрим, сколько это чудо стоит. Сейчас это продается 75 тысяч. И сейчас я вам покажу вообще планировки возможные. Тут такая картинка интересная. Вот эти вот двухэтажные. Мы были вот в таком. То есть вот это первый этаж и второй этаж. Идеальный вариант для детей, идеальный. Один из вопросов, на который я до сих пор еще не ответила для себя.
стоит ли вообще его покупать? Они стоят десятки тысяч долларов. Может быть, имеет смысл этот дом на колесах просто арендовать? В Америке аренда RV – это достаточно популярный вариант. Средняя цена аренды дома на колесах, она зависит от класса. Класс A от 200 до 500 долларов в сутки. Класс C 150-300 долларов в сутки, а кемперы 50-150 долларов в сутки. Давайте прикинем. Допустим, у вас намечается двухнедельное путешествие, 14 дней. Что дешевле, путешествовать в доме на колесах или останавливаться в отелях и брать в аренду машину? Так вот, если вы поедете на машине и будете останавливаться в отелях, вам нужно закладывать сумму примерно 3-5 тысяч долларов. А вот если вы будете арендовать RV, то это примерно обойдется вам 2,5-4 тысячи долларов, я бы даже сказала 4,5 тысячи долларов. Но кроме этой суммы вам еще нужно будет потратиться на бензин и на оплату остановок кемпингов. Про них я, кстати, расскажу чуть позже. То есть, если мы сравниваем эти цифры, они у нас получаются относительно одинаковые, и какого-то перевеса в одну в другую сторону я, если честно, не вижу. Но давайте учтем еще другие пункты. Представляю вашему вниманию дом на колесах с балконом. Где здесь дверь? Эта штука тоже огромная. Давайте, во-первых, посмотрим, сколько оно стоит. Это тоже цепляется. Это же все одно? Это все одно. Угу. А, вот цена. 75 тысяч долларов стоит вот это. Что у нас внутри? Так, тут вход середины. Здесь у нас... О, ну здесь прям лакшери. Прям полноценный душ. Ну, ребят, у меня ванна от дома не намного больше. Здесь спальное место. Очень широкая кровать. Сюда и втроем, в принципе, можно поместиться. Не супер удобно, но возможно. Так, в другой части у нас тут прям обеденная зона со стульчиками. Есть даже островок, можно поработать. Слушайте, он очень красивенько. И холодильник. Ну, помните, я вам говорила про камин? Вот он, выход на ваш балкон. На балконе, значит, у нас кухня. Вью, то есть можно сюда поставить стульчики, столик и наслаждаться. Представим, что мы все же решили купить RV. Там есть у нас дополнительные расходы, которые стоит учесть. Например, страховка и налоги выходят от 2 до 5 тысяч долларов в год. Следующая категория расходов – это парковка и кемпинги. То есть вам нужно RV где-то хранить, когда вы катаетесь за кемпинги, вам нужно тоже платить. И на это может уходить от 500 до 1500 долларов в месяц. Так, ребята, еще один двухэтажный вариант, он более компактный, но, мне кажется, достаточно эффектный. На втором этаже у нас расположена кровать, камин. Еще одно спальное место. То есть здесь получается спальное место наверху, на вот этих вот вторых этажах. Вот здесь и вот здесь. А снизу расположена такая гостевая зона, где можно покушать, посидеть, приготовить еду. Даже есть стиральная машина, что очень удобно. Это что-то, печка какая-то, холодильник и достаточно просторный душ. Ну, то есть здесь мне не тесно. Ребята, кстати, этот продан, и он стоил 48 тысяч. Тан-тан-тан. Следующий пункт, наверное, это самый больной пункт для RV, это расходы на бензин. Они, мягко говоря, кушают очень много. Большие модели на 5-10 миль могут потреблять примерно галлон бензина. Это на 100 миль уходит 20-40 долларов, что достаточно накладно. То есть я бы сказала, что если вы не путешествуете на постоянной основе, то аренда RV, она все же целесообразнее. Ребята, мы посмотрели достаточно много огромных прицепов, но
Если честно, наша машина потянет вот какую-то такую малипучку. И я нашла такую. Так, что мы здесь можем делать? Ага, мы здесь можем сидеть, готовить. И, возможно, там есть супер маленький туалет. Только малипучка. Просто туалет и раковина. Наверное, и душ как-то тут включается, потому что здесь жалко для душа. Ага, вот это превращается в спальное место. Все, то есть и спать здесь тоже можно. Но эта малышка стоит у нас 35 тысяч. Окей. Следующий пункт – это обслуживание. Эта система достаточно серьезная. Там есть и кондиционеры, водоснабжение, электричество. Если что-то ломается, то ремонт может нам обойтись в $1000. В общем, с одной стороны, это некая свобода, но с другой стороны, нужно учитывать все вот эти вот подводные камни, нюансы, чтобы избежать каких-то финансовых сюрпризов. Смотрите, какие тут мелочи есть. Так, здесь вы можете только спать, да? Вон какая штука удобная. Вот она выдвигается, эти кухни. Цепляется на эту штуку. Знаете, что-то под конец я расстроилась. То есть я поняла, что я не нашла того идеального, который бы мне был удобен. Потому что если это большая махина, тебе будет на нем неудобно ездить. Внутри все классно, комфортно, но кататься потом по окрестностям на таком автобусе, по горным дорогам или еще что-то, это вообще не вариант. Маленькие, они очень компактны внутри. То есть ты тут жертвуешь комфортом, но мобильность. Окей. Ладно, ребят, пишите, что понравилось именно вам. Я еще буду думать вообще, как вам идея путешествия именно на автодоме, на RV. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Я буду рада слышать от вас обратную связь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в следующих видео.